Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Приветствую вас на канале. Прошу прощения за голос, я приболел. Сегодня я буду пикировать рассаду. Пикировку томатов можно проводить как в стадии полного раскрытия семидольных листьев, так и при отрастании первого, второго или третьего настоящего листа. На самом деле не важно, когда именно проводить пикировку, важно, чтобы при пересадке ростки не повреждались и рассада не испытывала стресс. При раскрытии первого настоящего листа на растение закладывается программа развития первой цветочной кисти, и если растение в это время получило стресс, то можно лишиться части урожая первой кисти. Чтобы этого не произошло, пикировку рассады проводим методом перевалки. Перед пикировкой проверяем влажность грунта, в котором находятся всходы. Если почва сухая, поливаем. Пикировать можно в общую посадочную емкость и отдельные емкости, торфяные горшки, готовые кассеты и самодельные горшочки на скорую руку. Чем больше размер горшка, тем реже придется растение пикировать. Многие огородники жалуются, что в торфоперегнойных стаканчиках рассада плохо развивается. Чтобы грунт в них не закисал, сделайте внизу стаканчика дренажное отверстие, чтобы излишки воды выливались, и не переливайте рассаду, лучше не долить, чем залить до полной гибели растения. Я всходы буду рассаживать в готовые дешевые ячейки. Для начала проверяю, чтобы все дренажные отверстия были открыты. Если отверстия не пробиты, с помощью паяльника делаю отверстия. На дно кассеты насыпаю небольшое количество грунта. Как подготовить грунт для рассады, есть видео на канале. Я оставлю ссылку под видео. Аккуратно отделяю один росток и помещаю его в ячейку. Важно как можно меньше травмировать растение. Поливаю хорошо теплой, отстойной водой, чтобы корни рассады расправились. Сверху присыпаю грунтом. Таким же образом пикирую остальные ростки. При пикировке томатов можно оставить часть стебля под землей до семидольных листьев. Особенно это полезно для вытянувшейся рассады. Стебель томатов легко образует новые корешки. Не забываем подписывать, где какой сорт. После пересадки растения притеняем. Если рассада томатов растет в плодородном грунте и не отстает в развитии, в подкормке нет необходимости. Но если растения слабые, удобрения можно использовать только через 10 дней после пересадки. Используйте удобрения с преобладанием фосфора в составе, например 13-40-13, где по 13% азота и калия и 40% фосфора. Поливаем рассаду по мере подсыхания грунта. Следующая пикировка, как только корни заполнят ячейку или растения сомкнутся листьями. Я надеюсь, видео понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи, увидимся!